Здравствуйте! Рада вас приветствовать опять на своем канале. Хочу сегодня с вами, как всегда, в очередной раз поделиться замечательным рецептом кексов. А кексы эти наши будут с изюминкой. Для приготовления нам понадобится 3 яйца, 50 грамм сахара, моркови, 2 штуки у меня здесь средние, это где-то 230 грамм, подсолнечное масло грамм 80, 2 вида муки. У меня здесь 130 грамм цельнозерновой и 130 грамм обычной пшеничной. Изюм, орехи у меня грецкие, 2 яблока, это где-то грамм, наверное, 130, чайная ложка соды с горкой, агуша яблочное пюре 80 грамм, корица, ванилин. Можно использовать молотый имбирь, но я буду использовать гвоздику, 2 у меня штучки, и соль. И у меня еще овсяные хлопья для украшения. Вот такие продукты нам понадобятся. Что я сделала в первую очередь? Я промыла хорошо изюм, замочила его на 10 минут. Потом я измельчила наши грецкие орехи, просто ножиком на досочке можете в блендере их измельчить. Натерла на мелкой терке морковку. Еще нам нужно будет натереть на терке 2 яблока, почистить и натереть, но это сделаем мы позже. Сейчас мы приступим к изготовлению нашего теста, к приготовлению нашего теста. Что мы будем делать? Мы будем в миску разбивать наших 3 яйца. Разбиваем сюда 3 яйца. Так, отправляю сюда немножко соли, немножко сахара нашего 80 грамм. Выберите опять же по своему вкусу. Если вы любите сладкое, тогда побольше добавляйте. И я это сейчас немножечко буду взбивать блендером. Можно венчиком, но я забью блендером. Немножечко взбила наши яйца. Теперь сюда я буду наливать подсолнечное масло. Отправляю. И у меня пюре надо, мне 80 грамм надо яблочного пюре. Вы можете взять вот агуша, как я, можете взять в банке, я знаю, продаются протертые яблоки, либо сами его изготовить. Вот сюда я отправляю. Видите, как раз здесь 90 грамм, но наверняка на стенках немножко останется, поэтому как раз будет здесь 80 грамм. Хорошо это перемешиваю все. Добавляю сюда ванилин. Добавляем корицы. Ну, по вкусу добавляйте, как вам нравится. Перемешиваем, и пока мы это отставляем в сторонку. Теперь нам нужно соединить наших 2 вида муки. Мы ее просеиваем, сюда отправляем сито. Повторюсь, 130 грамм цельнозерновой, пшеничной 130 грамм. Сюда же отправляем сразу соду. И это мы просеиваем через сито. Вот так. Чтобы она у нас обогатилась кислородом. Всегда у цельнозерновой, естественно, остаются вот эти неперемолотые частицы. Ну, мы их не будем сюда добавлять, потому что они нам утяжелят наше тесто. Отложим их в сторонку где-нибудь, применим их в другом месте. Вот видите, оно остается. Это всегда будет у цельнозерновой муки. Так, теперь мы берем нашу заготовочку, жидкие ингредиенты, всыпаем сюда муку нашу с содой и хорошо все перемешиваем. Теперь эту смесь мы тоже пока оставляем в стороночку и займемся яблоками. Как я уже говорила, нам нужно их почистить будет и натереть на мелкую терку. Сейчас я их почищу. Мы их соединим с морковкой и с оставшимися нашими изюмом и орехами. Начинка у нас готова. Тем временем уже можно включать духовой шкаф на 180 градусов вверх-вниз, а мы сюда в наше тесто отправляем нашу начинку. Это яблоки, морковка,
изюм и орехи. И все это будем перемешивать. Очень хорошо нам надо это перемешать все. Мы уже возьмем спатулу. Венчик нам уже не поможет здесь. Возьмем спатулу и все это хорошо перемешаем. Я уже подготовила формочки. Сейчас я это хорошо все перемешаю и будем выкладывать в формочки для кексов наше тесто. Хочу сказать, что я эти кексы никогда в таком исполнении не пекла. Посмотрим, что у нас получится. Потому что, конечно, должно получиться великолепно. Все-таки здесь и изюм, и морковочка. Морковка себя вообще в выпечке ведет по-другому, она не чувствуется. И орешки, и яблочное пюре. Все, тесто готово. Начинаем выкладывать его в формочки, заранее которые я приготовила. Тесто выкладывайте практически всю форму, не так, как обычно выкладываем мы на половинку или 3/4. Так вот. Ну и таким образом поступаем со всеми нашими формами. Заполняем. Формы я все заполнила, теперь просто украшу их, посыплю овсяными хлопьями. Вы можете орешками, можете кунжутом, ну, чем хотите. Можете изюм сверху положить. Посыплю овсяными хлопьями. И отправлю их в духовку выпекаться, ну, наверное, на минут 30-40, но буду уже смотреть по готовности. Так, у меня получилось 12 кексиков. Наши кексы готовы. Посмотрите, как они подрумянились. И сейчас я их оставлю так на минут 20, а потом уже достану из формы. Кексы полностью остыли. Могу сказать однозначно, что это теперь мой будет самый любимый рецепт приготовления кексов. Потому что могу сказать, здесь ничего кроме пользы нет. Морковка, изюм, орехи, цельнозерновая мука, яблочное пюре яблоки. Сплошная польза и здоровье. Так что, пожалуйста, готовьте, я вам настоятельно рекомендую. Это отличный рецепт. Приятного вам аппетита. Заглядывайте, пожалуйста, на канал, подписывайтесь и оставляйте свои комментарии. Всего вам самого хорошего. До новых встреч!